Ребята, привет! Это канал Russian with Dasha, и вы смотрите видео для продвинутого уровня. Вы можете включить субтитры и скачать транскрипцию на Патреоне. Ссылка на первую часть видео появится в углу экрана. В нем Катя провела для меня экскурсию по своему салону. А в этом видео мы поговорим об отношении к внешности в России и о том, зачем россиянки ходят в салоны красоты. Буду очень рада вашим комментариям. Как ты думаешь, Катя, какой процент своей зарплаты девушки тратят, или зарплаты своего мужа девушки тратят на уход за собой в месяц? Ну, все зависит от зарплаты и от того, одинокая эта девушка или нет. То есть, условно, если она проживает с мужем, который работает, она может и всю свою зарплату спустить на свою красоту. Но в целом, если взять среднестатистическую зарплату по Санкт-Петербургу и условно обязательные услуги, на которые женщина должна ходить каждый месяц, это будет около 20% ее заработной платы. Сюда входят походы по салонам, то есть непосредственно услуги красоты, а также покупка декоративной косметики для домашнего ухода. Мне кажется, изначально из-за того, что вот эта фраза пресловутая у нас, да, из песни, что на 10 девчонок 9 ребят, как будто бы в России мужчин меньше, а хороших мужчин еще меньше. И поэтому женщины, опять же, чувствуя конкуренцию, возможно, хотят не то чтобы изменить себя, но подчеркнуть свою красоту, выделиться. Особенно это касается, конечно же, больших городов. Менталитет такой у нас в России. В англоязычной среде сейчас набирают популярность подкасты мужчин, которые любят критиковать женщин. И я заметила, что очень часто парни говорят о том, что им нравится, когда у женщины нет макияжа или минимум макияжа. И есть даже те, кто считает, что девушка как будто рисует новое лицо с помощью макияжа. Но когда парням показывают фото девушек с макияжем, но таким нюдовым или как бы макияж без макияжа, они думают, что девушка умыта, не накрашена. Вот как ты думаешь, почему мужчины так боятся макияжа? И что было бы, если бы мы не ходили на все эти процедуры и не ухаживали за собой? Хотя нюдовый макияж, который мужчины не замечают, чаще требует больше средств косметических точно. И времени, чем макияж яркий. Мне кажется, яркий макияж, он заставляет чувствовать мужчин себя обманутыми, как будто женщина их обманула. Она надела на себя маску, а он даже не хочет условно с ней знакомиться, потому что неизвестно, что там под этой маской. Поэтому, как по мне, во-первых, очень важно декоративной косметикой не скрывать какие-то свои недостатки, да, то есть у нас декоративная косметика направлена все-таки на подчеркивание своей красоты. Поэтому если у женщины, например, какие-то проблемы с кожей, акне, высыпание, то это важно не маскировать косметикой, а направляться к врачу, к дерматологу, решать эти проблемы. Тогда декоративная косметика при здоровой коже у женщины, она будет уже не маскировать, а подчеркивать красоту. А для того, чтобы красоту женщины подчеркнуть, тут уже не нужна тонна косметики, тут достаточно какого-то естественного макияжа, который не отпугнет мужчину, и, скорее всего, он его даже не заметит. Понятно, что вкусы у женщин разные, кто-то любит вот такие ресницы, как говорят иностранцы, что русских женщин за границей легко определить по нарощенным ресницам. Да, вкусы у всех, конечно же, разные. И даже, извини, даже есть такой термин, как Russian lashes. То есть, когда приходишь в салон, ты говоришь, я хочу Russian. Это значит, что они будут очень длинные, очень темные. Просто не были, видимо, эти люди в Молдавии. Там 6D, у нас 3D наращивание, а там 6D наращивание. Есть наращивание ресниц, а есть ламинирование ресниц. Наращивание — это когда женщина к своим ресницам приклеивает искусственные. Это уже вызывает чувство обманутости у мужчины, да, что она нацепила на себя что-то
чужеродное. А ламинирование ресниц — это когда женщина завивает свои собственные ресницы, завивает и окрашивает. Это выглядит естественно, это выглядит натурально, и мужчина не чувствует себя при этом обманутым. Поэтому, скорее всего, мужчинам просто не нравится все чужеродное, что приклеивает или вкалывает в себя женщина. Вот. А все, что сделано очень натурально и естественно, все, что подчеркнуло красоту, то мужчин, наоборот, конечно, привлекает. Да, ну, конечно, мы не говорим про всех мужчин, есть те, кто любит, наоборот, поярче, подлиннее стрелки, поярче брови, побольше губы, конечно, здесь... Это же как в дикой природе, да? То есть самцы и самки привлекают противоположный пол своим ярким оперением. Да, точно. То есть также у нас и среди людей, для того, чтобы привлечь противоположный пол, мы стараемся, особенно в период ухаживания, в конфетно-букетный период, женщина еще больше за собой ухаживает, старается и не жалеет на это денег. Ты сказала такую фразу: на 10 девчонок 9 ребят, да, как в песне. Но вот мне кажется, если честно, что женщины, может быть, даже делают макияж не для мужчин и ухаживают за собой не для мужчин, а для других женщин и для себя. Это есть так? Такое. Мы судим друг друга, как ты думаешь? Мы хотим выглядеть хорошо друг перед другом? Я думаю, что невольно, конечно, женщина оценивает женщину. Мое любимое развлечение, когда я еду в центре города, где-нибудь по Невскому, это разглядывать каждую женщину и подмечать ту красивую деталь в одежде или во внешнем виде, которую я хотела бы перенять. И очень часто я в айфоне, в заметках я даже пишу, что я хочу кожаные брюки купить, например, себе, потому что я увидела их на какой-то другой женщине. То есть, конечно, мне нравится рассматривать, подмечать детали, которые хотелось бы брать в образ. Стараюсь не подмечать недостатки у других женщин. В общем, красота в глазах смотрящего, как говорится. Хотим ли мы выглядеть красиво для себя? Ну, тут вопрос такой, вот если представить себя в замкнутом пространстве, где нет людей, вот мы одни выжили после какого-то катаклизма природного, вряд ли мы будем там себе ногти пилить, сидеть. То есть мы условно будем оказывать себе только те процедуры, которые необходимы нам для поддержания здоровья, но не для красоты, поскольку оценивать нас некому. Конечно же, все это взаимосвязано с социальной жизнью, с общением с противоположным полом и с женщинами тоже. Преимущественно, наверное, мы хотим красиво выглядеть все-таки перед другими женщинами. Да, наверное. Вот интересный вопрос, да. Когда я надеваю платье и иду со своими подругами куда-то, да, на девичник, например, я хочу, чтобы они оценили мою красоту, как я сегодня сделала макияж, какое платье я надела. Но когда я возвращаюсь домой с этой вечеринки, я не хочу, чтобы какие-то незнакомые мужчины обращали на меня дополнительное внимание. У меня была такая ситуация, когда я со своего дня рождения возвращалась, и какой-то парень просто ко мне пристал. Я была в коротком платье, и он почему-то решил, что я надела его для него, да. Хотя я встречалась со своими подругами. И вот мне кажется, что мужчинам, которые стремятся оценить женщину, особенно там она на 3 из 10 выглядит, или она на 7 из 10, перестаньте это делать, потому что женщины все-таки красятся не для того, чтобы вы поставили ей какой-то балл и оценили ее по шкале, насколько она выделяется среди других женщин. И для самоощущения это тоже я за собой замечаю. Если я условно пришла сюда же в бизнес-центр, допустим, в какой-то выходной день свой, не накрашенная, без косметики, мне хочется быстро прошмыгнуть в кабинет мимо охранника, то есть я просто поздороваюсь и все, быстро пробежать, чтобы он меня не видел, и я с ним не контактировала. А когда я приду вся красивая на работу, мне хочется и парой лишних фраз с ним обменяться, переброситься, да. Я могу легко попросить о помощи другого мужчину, когда я чувствую себя уверенно и красиво. Например, вот кулер, мне нужна бутыль, которая весит 25 килограмм, по-моему, поднять, заменить, да. Если я накрашена и чувствую себя уверенно, это не обязательно яркий какой-то макияж, просто я ощущаю себя красивой, потому что я сегодня там воспользовалась лосьоном для тела, парфюмом, там еще чем-то. Я выйду в коридор и попрошу мужчину. Когда я не накрашена, я с грязной головой, там условно пришла на работу в каких-то спортивных штанах, я, скорее всего, бутыль этот поменяю сама. Что сейчас модно и
отличается ли запрос девушек в зависимости от того, к какому народу России они принадлежат? Ведь у нас не только девушки славянской внешности есть в России, да, светлые, русые. Да, вот, например, девушки с Кавказа. Значит, тренды и отличается ли сейчас? Тренды, конечно же, бровная сфера подвержена влиянию моды, поэтому в 90-х годах это были модные выщипанные тоненькой дугой брови, в нулевых это все те же тонкие брови, но уже другая форма. Затем начали постепенно отращивать девушки брови, в моду вошли густые брови, пушистые брови. Да, в какой-то период времени у нас было модно очень яркое, плотное окрашивание. Сейчас тренды в настоящее время делятся на два направления. То есть, с одной стороны, это воздушные, пушистые брови, практически нетронутые коррекцией. То есть, у нас сейчас для натуральных бровей коррекцию делают только по верхней линии и между бровями, а нижнюю линию даже практически мастера не трогают. То есть, такой тренд, как будто бы ты и не был у бровиста. И второй тренд — это, да, тонкие брови, но тонкие уже не в нитку, а очень изящные брови в форме крыла птицы. Ну, вот это примерно то, что сейчас у меня на лице. То есть это не дуга, не полукруг, это вот именно такая бровь с небольшим изломом оптимальной ширины. Не широкие и не узкие, вот что-то изящное на лице. По поводу разных народов. Конечно, вкусы у всех разные, и среди славянских девушек одна может прийти блондинка, причем и сказать «хочу черные брови», а другая тут же придет, скажет «я хочу брови с очень естественным окрашиванием». Но если отслеживать именно кавказских девушек, дагестанки, например, в частности, это всегда четкая форма, яркое окрашивание с растушевкой, такой амбре. И еще у мусульманок распространено оформление бровей халяль. Это называется халяль, потому что религия многим мусульманкам запрещает именно выщипывать брови. Поэтому, чтобы сделать вот эту коррекцию бровей, лишние волоски не выщипывают, а высветляют. Интересно. То есть они становятся белыми, такими пушковыми, их не видно на расстоянии метра. Вот. И, соответственно, остальную часть бровей, где нет лишних волосков, ее уже окрашивают красителем. То есть им нельзя делать коррекцию. Это тоже нужно учитывать, религию своего клиента. Интересно. А если, например, у девушки более азиатская внешность? Вот, например, в Южной Корее сейчас модно иметь прямые брови, просто прямая линия. Как у нас? Этот тренд дошел до нас? Нет, не дошел. Я вообще как мастер придерживаюсь анатомичной формы бровей, то есть плюс-минус то, что уже есть у клиента. Я не люблю, когда клиент приходит с широкими густыми бровями и говорит, я хочу тонкие ниточки. То есть я всегда стараюсь клиента уговорить на то, чтобы сохранять анатомичную форму бровей, поскольку мода, она меняется, а брови могут не отрасти. Об этом знают клиенты мои из 90-х годов, кто выщипывал себе нитки, и теперь у них не растут больше брови. То есть у нас все-таки запас жизненных циклов у фолликулов, он ограничен. Поэтому мода модой, но нужно все-таки в рамках разумного держаться. Как ты считаешь, мужчинам нужно оформлять брови? Обязательно нужно. Другое дело, что мужская коррекция, она, конечно же, отличается от женской. Тут уже не будет никаких ярких окрашиваний, тут уже не будет никаких четких форм. То есть, соответственно, это все будет очень натурально, но, конечно, мужчина преображается, когда у него сделана коррекция бровей, как минимум, когда у него становится 2 брови, потому что у нас очень часто срастаются брови посередине, это такая монобровь. Конечно, мужчина становится ухоженнее, когда у него сделаны брови, но опять же по мужскому типу они должны быть сделаны. Да. Пока что у нас не очень это распространено, чаще мужчины в парикмахерской просто им подстригают волосы из-за одной брови, но я всегда доношу, что стричь брови нельзя, это вредно для бровей, это дает им некрасивый, неухоженный вид, что нужно делать коррекцию. Все-таки мне кажется, что самоощущение и уверенность в себе дает нам именно
то, как мы выглядим. То есть если мы нравимся себе внешне, соответственно, мы более уверены во всем, и в работе, и в отношениях, и в социальной сфере. Поэтому, да, для девушки очень важно нравиться самой себе. Кто-то нравится себе без косметики, кто-то нравится себе с неокрашенными бровями, да, вот. Но чаще всего, конечно же, женщине хочется ходить на бьюти-услуги и ухаживать за собой в салоне.